Привет, девчонки, меня зовут Инна. Born Pretty прислали мне новую посылочку. Выбирала я сама. Тут 5 гель-лаков. Вместе посмотрим, выкрасим. И дальше я сделаю маникюр на ручках моей сестры Олеси. Здесь 2 светоотражающих гель-лака. Мне эта коллекция гель-лаков понравилась. Очень сильно понравилась. Из всех тех, что есть у меня светоотражающие гель-лаки, вот эти самые крутые. Хочу собрать всю коллекцию, осталось мне там еще, по-моему, 3 оттенка. Первый оттенок номерки я вам подписала в этот раз, чтобы было видно. Вот с этим оттенком я сегодня буду его использовать на ручках Олеси. Я себе на Новый год делала маникюр гель-лаком из этой коллекции, который у меня был в предыдущих распаковках. И он прям такой красивый. Днем он серый и золотишко переливается. Красиво переливается даже без всякого освещения. А вечером, когда включается искусственный свет, они вообще переливаются как бриллиантики. И под разным углом переливаются по-разному. И зеленые переливы там есть. И еще выбрала один термогель-лак. Я не любитель термогель-лаков. У меня в моей коллекции есть всего один термогель-лак, и то его просила Ангелина. Ангелина — это моя дочь. Переход будет из голубого в синий. И здесь коричневый. Я в прошлом году зимой себе делала коричневый маникюр. Шоколадный маникюр, по-моему, называется. Видео есть на канале. У меня тот гель-лак закончился. Я решила заказать. И он похож, он немного отличается от того, который был у меня. Этот чуть светлее. У меня был чуть-чуть потемнее. У меня прям такой шоколадный был. Гель-лак двухслойник. На первом слое немножко плешивит. Второй слой все исправит. Но на ногтях надо смотреть, на ногти наносить, как будет на ногтях. А это голографический гель-лак. У меня уже есть тоже один голографический фиолетовый, но пока его ни на ком не использовала. Красивые мелкие голографические блестки. Тоже красиво переливается. Нанесла в 2 слоя. Термогель-лак решила нанести с вами в 2 слоя. Вот видите, теплый после лампы, он такой прям голубой, полупрозрачный, но не все термогель-лаки полупрозрачные. Получается, если его на руки нанести, то на улице на холоде кончик будет синим. И здесь на черный. Здесь нанесла еще на черный квадратик, чтобы вы посмотрели, как на черном фоне, на темном. Вот они все в 2 слоя под топом. Не показала здесь, к сожалению, вспышку не включила. Ну и когда мы носим покрытие, мы не подсвечиваем вспышкой каждый раз на свои ногти. Здесь холодная вода. От светло-синего к темно-синему переход.
Это ручки моей сестры Олеси. Делали мы с вами это покрытие вместе. Видео есть на канале. С этим маникюром она встречала Новый год. Здесь у нас на золотом стемпинг принт тигра. И голографический гель-лак. Это гель-лаки, кстати, на руках, которые я сейчас снимать буду. Гель-лаки также Born Pretty. Форму не меняем, длину не убираем, оставляем все. Также здесь у меня укрепление гелем. Сегодня также буду делать укрепление гелем. В прошлый раз ногти после укрепления гелем я немного опиливала с боков и кончики. И ногти на самом деле после опила смотрятся аккуратнее и изящней. А до этого как-то я пренебрегала всегда опилом. Мне казалось и так нормально, и так сойдет. Так что сегодня вот тоже сделаю укрепление гелем и также опилю кончики и чуть-чуть с боков. Опил формы ногтей и поверхность сделаю за кадром, без вас. Апельсиновой палочкой приподнимаю кутикулу, кутикула налипла. Руки сухие. Видео здесь ускорено, я не так зверски отодвигаю кутикулу на самом деле. Вычищаю птериги фрезой пламенем с синей насечкой. Здесь вот я показываю синяк у нее, она перед приходом ко мне ударила дверью, прищемила, вернее, дверью, балкон закрывала и прищемила у нее синяк, поэтому я тут буду аккуратничать и страшно надавить, и зафиксировать нужно палец будет в некоторых моментах, и надавить страшно. В общем, буду стараться аккуратно, чтобы не сделать ей больно. Он у нее до этого был сломан, у нее шишечка на нем, и она еще его прищемила.
Переключила вращение фрезы, обрабатываю правую половину. Выворачиваю кутикулу. Срез кутикулы делаю шаром. Без вас за кадром пройдусь еще другой фрезой по подушечкам пальцев. Уберу сухость, где есть сухость. И срез заполирую полировщиком. Полировщики у меня в каждом крафт-пакете. Я не всегда показываю, что их использую, но чаще всего использую. В редких случаях, когда я не использую полировщик после среза кутикулы. Кожа, руки у всех сухие, все используют крем, тоннами мажут на себя. И вот в последнее время девчонки приходят, и прям так кутикула сложно срезается. И я постоянно забываю взять присыпку. Я же специально купила присыпку для таких случаев, чтобы использовать. Делать срез по присыпке. Но забываю это делать. Так, гель-лаки я их сначала распаковала вот в процессе маникюра с Олесей. А выкрашивала после, но поменяла местами. Выкраску ставила в начале видео. Выбираем цвет, который будет у нас у кутикулы. На всех ногтях будет одинаковый дизайн. Ногти я обезжирила. Наношу праймер бескислотный. Купила я не так давно новую базу каучуковую ТНЛ. В большом объеме переливаю ее в емкость с крышечкой. Нанесу на все 5 ногтей тонкий слой, отправлю в лампу просушить. Такая форма ногтей Олесе понравилась. Я думала, будет неудобно, то что кончик острый. Нет, она говорит, удобно и красивая форма. Делаю растяжку на всех 10 ногтях. Одним из этих светоотражающих гель-лаков сначала ставлю капельку, прорисовываю кантик у кутикулы
И стягиваю вниз немножко, растушевываю. Цвет гель-лака Олеся выбирала сама, и дальше будет цветной гель. Гель она также выбирала сама. Я лишь только предложила сделать такой вариант дизайна на ее ногтях. Гель тут у меня цветной, замес я уже его как-то на своих ногтях использовала, когда делала наращивание. Промазала не всю площадь ногтя, как вы видели. Набрала каплю, делаю выравнивание. Цвет геля красивый, нежненький такой. Когда он у меня был на ногтях, я с ним ходила, он мне нисколько не надоел. Не надоедливый какой-то такой цвет. Тонкой кистью подравниваю, переворачиваю, проверяю. Ногти мы опилили с внутренней стороны и по бокам, как уже сказала, пилю по бокам и кончики чуть-чуть там, где нужно было. Убираю пыль. И здесь мы с ней посмотрели, нам показались как-то скучно, ногти с какими-то скучными. Захотелось чем-то разбавить, я предложила сделать, перекрыть их топом с каким-нибудь эффектом или с перепелиным яйцом. Фольгой у меня есть несколько топов, и глянцевые, и матовые. Это глянцевые. Есть еще матовые. С фольгой и крапинками. Здесь я еще раз во флаконе на кисти показываю. 2 топа. Олеся выбрала с черными крапинками. На одном ноготочке мы с ней попробовали, чтобы она посмотрела, понравилось. Все, разрешила наносить. Наношу на все ногти. Гель-лаки со вспышкой вам не показала на типсах, поэтому сейчас здесь на руках покажу. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр и пока!